Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. Его выгнали с вечеринки за слабость, но он оказался сильнейшим рыцарем после того, как спас девушку. Наша история начинается с Реда, который был отличным рыцарем в отряде героев и спас мир от повелителя демонов. Он был братом героя по имени Руди и ее самым доверенным советником, что разозлило мага Ареса, и он сказал Реду, что тот бесполезен без своего легендарного меча и не смог бы даже преодолеть обычный барьер. Рэй, Снежинка, она покидает вечеринку героев, берет вымышленное имя и приезжает в Золтан, скучную деревню. Здесь он живет размеренной и мирной жизнью авантюриста Диранга и собирателя трав, который мечтает однажды открыть свою собственную аптеку. Чтобы сохранить свою личность в тайне, он притворяется слабаком и живет в маленькой съемной комнате. Однажды, когда Ред собирает травы в лесу, на него нападает Альберт, но он уклоняется от нападения и решает не убивать его, так как это выше его зарплаты. Он возвращается в деревню, чтобы найти группу авантюристов во главе с высокомерным авантюристом второго ранга по имени Альберт, который сначала оскорбляет Реда, а затем устраивает истерику, когда тот отказывается работать под его началом. Чуть позже Ред подсчитывает, сколько времени ему придется работать, прежде чем он сможет построить свой дом, когда кто-то яростно стучит в дверь. Это Гонс, эльф-плотник, который говорит Реду, что его сын страдает от смертельной лихорадки, и у доктора нет лекарства, чтобы вылечить его. Даунс умоляет Реда спасти его сына, найдя целебную траву, и он принимает его просьбу не как искатель приключений, а как друг. Он увеличивает свою скорость с помощью различных навыков ловкости и бежит через город, чтобы добраться до леса. Однако, когда он достигает места, где растут травы, он обнаруживает, что Альберт и его компания охотились на совиного медведя. И они подожгли лес из-за своего безрассудного огня волшебства. Рыжий проклинает их, но все равно бросается в горящий лес и собирает необходимые травы. Внезапно раненый Альберт нападает на него, и Рыжий убивает его одним ударом, а затем убегает, прежде чем его находят. Благодаря его лекарству мальчик исцеляется, и Гонт неоднократно благодарит Реда и спрашивает, как он может отплатить ему за это. Ред говорит ему построить свою мастерскую и дом без каких-либо затрат на рабочую силу, и эльф-плотник с радостью принимает эту просьбу. 4 месяца спустя мастерская Реда наконец-то достроена, а он заплатил только за сырье. Он устраивает вечеринку для своих друзей, среди которых половина населения города, и поднимает тост за осуществление своей мечты – открытие собственной аптеки. Однажды дождливым днем Ред дуется в своем магазине из-за отсутствия покупателей, когда кто-то заходит. Он взволнованно приветствует гостью, но, увидев ее лицо, слишком ошеломлен, чтобы говорить. Красивая девушка с пышными формами по имени Рид очень рада его видеть, и она знает его настоящее имя, так как они старые друзья. Ред и Рид садятся пить чай, и она сообщает ему, что работает здесь авантюристом второго ранга. Но почему-то они никогда раньше не встречались. Рид была необычной авантюристкой, а второй принцессой военной нации Лагервия, и Реду любопытно, что она собой представляет. Что он делает в таком отдаленном месте, как Золтан? Она отвечает, что многие люди хотели, чтобы она стала следующей правительницей вместо своего брата, поэтому она бросила страну и ее семью. Ответственность за то, чтобы жить здесь в мире. Рид затем спрашивает Реда, почему он сменил свое имя, и он отвечает, что он также скрывал свою личность, и он не мог думать, у нее было вымышленное имя. Поэтому он решил скопировать ее имя. Услышав это, Рид краснеет и пытается скрыть свою застенчивость, прежде чем спросить, зачем он здесь. Он рассказывает ей историю о том, как его выгнали, и она злится из-за него. Однако он успокаивает ее с помощью травяного чая, а Рид хвалит его, называя подходящим мужем, и он краснеет. Красный цвет уходит в кроличью нору ностальгии. Он впервые встретил Ридса несколько лет назад, когда вечеринка героев проходила в Лагервии. Они были в гостинице, где Ридс преподала урок негодяю, который пытался быть с ней слишком откровенным. После этого она отправилась на вечеринку героев и самодовольно заявила им, что Лагервия не нуждается ни в чьей помощи, чтобы спасти свое королевство. Тогда она была дерзкой и никогда не говорила честно о своих чувствах, но постепенно стала ближе к Риду. Однажды ночью она посетила их лагерь и рассказала Риду о недавних исчезновениях жителей деревни неподалеку от леса. Ред пришел к выводу, что армия повелителя демонов находится неподалеку и планирует напасть на Лагервию. Он предложил отряду героя помощь в борьбе с ними, но Рид был слишком горд, чтобы принять их помощь. Однако вскоре ей пришлось смирить свою гордость, когда армия демонов разгромила их силы и окружила столицу со всех сторон. Генерал Лажавии планировал нанести внезапный удар по продовольственным запасам противника, чтобы ослабить их, и попросил отряд героя выступить в качестве приманки, сражаясь на стороне врага. Линия фронта. Рик отправился с генералом, чтобы украсть еду, но ее армия попала в засаду демонов, и все, кроме нее, были убиты. Это была не самая худшая новость, так как генерал объявил, что он был восходящим демоном, лидером армии демонов, и съел этого человека, чтобы забрать его. Его форма. Рид была загнана в угол и прижата к земле, но затем Ред пришел ей на помощь, так как почувствовал, что с планом что-то не так. Он помог Рику подняться, и генерал превратился в шестирукого демона Шисандана. Ред и Рид сражались с ним, чтобы выиграть время до прибытия героя Руди. Она быстро отрубила демону все руки, а затем пронзила его сердце. Пока Руди холодно смотрел на Рита, она повернулась к своей
своим мертвым товарищем, и на их лицах отразилась глубокая травма, и она отказалась от борьбы. Позже Ред навестил ее, чтобы утешить, и она сказала ему, что слишком напугана, чтобы снова кого-то потерять. Она начала плакать и винить себя в смерти своих товарищей. Но Ред назвал ее героиней Лагервии и заявил, что без ее руководства страной у них не было бы желания сражаться. Он попросил ее встать и сражаться бок о бок с отрядом героев, чтобы спасти свою страну, и она снова вступила в битву и вышла победительницей. После того, как Ред закончил вспоминать прошлое, Рид сказала ему, что хочет работать в его магазине. Ред нервничает и пытается отказать ей, так как нанять авантюриста второго ранга было бы дорогостоящим делом. Однако Рид хочет уйти в отставку и присматривать за своим магазином, пока он собирает травы. Ред обливается потом, размышляя, что же ему делать, но в конце концов позволяет ей присоединиться к нему. После этого они ужинают вместе, и Рид находит это восхитительным и говорит, что она будет есть такие вкусные блюда каждый день. Она болтает о том, что хочет ванну, достаточно большую для двоих, и новую кровать тоже. Ред замечает, что, судя по ее голосу, она собирается переехать к нам, а Рик как бы невзначай говорит, что она действительно собиралась переехать прямо сейчас. Риду требуется долгое молчание, чтобы все осмыслить, но в конце концов до него доходит шокирующее осознание. На следующее утро Ред просыпается на полу в своей собственной спальне, так как Эр занял его кровать. Он видит ее соблазнительные изгибы и сразу же бежит в ванную. Он готовит завтрак к тому времени, как Эр просыпается, и они обсуждают, какой у них впереди насыщенный день. Первые они идут в мебельный магазин, принадлежащий гоблину по имени Шторм, который ошеломлен, узнав, что городской сердцеед переезжает к Риду. Рид хочет купить двуспальную кровать, чтобы вместить их обоих, и она хочет, чтобы она была достаточно прочной, чтобы выдержать некоторые интенсивные нагрузки. Тренируйся, но Ред слабак и становится слишком застенчивым при одной мысли об этом. Рид складывает все, кроме кровати, в свою коробку с вещами, а затем уходит из магазина с Редом. По дороге они видят, как хулиган избивает мальчика-эльфа Тонту. Ред бросается его спасать, но хулиган с огромной силой бросает в него камень. Однако Ред блокирует удар, и мальчик убегает. Он помогает Тонте подняться и обнаруживает, что его друг Эл был ранен хулиганом ранее. Рид тоже приходит туда, и Тонта не может поверить, что Ред справился с таким злодеем. Он подлечивает раненого Алла, который говорит, что хулиган Адеми был их другом, но в последнее время он стал довольно жестоким. Ред понимает, что это произошло потому, что недавно пробудилось его благословение. И это не редкость, когда благословения меняют чью-то личность. Благословение Адеми, похоже, было связано с тем, что он был драчуном в баре, а это значит, что он может использовать что угодно в качестве оружия, прямо как Джон Уик. Вдобавок ко всему, он был прирожденным бойцом, и это делало его чрезмерно агрессивным. Эл в ужасе от того, что узнает об этом, и он не хочет получать благословение, чтобы не стать таким, как он. Рик утешает мальчика, потому что ее благословение, духовный разведчик, может помочь ей достичь душ других людей, а также позволить ей разговаривать с духами. По сравнению с ней, Ред даже не хочет думать о своем жалком благословении под названием проводник. После этого Ред и Рид отправляются в медицинский совет, чтобы получить одобрение на их новое болеутоляющее. Но человек, ответственный за одобрение лекарств, устраивает истерику и выгоняет их, утверждая, что он занят. Рид дергает за какие-то ниточки и устраивает встречу с председателем совета, который сообщает им, что лысый мужчина одобрил новый препарат месяц назад. Но теперь им злоупотребляют как наркотик, поэтому они сталкиваются с большой негативной реакцией. Однако, поскольку это просьба авантюриста второго ранга, он лично одобряет это лекарство. Ред и Рид возвращаются домой. Но они считают, что лекарствам требуется много времени, чтобы стать популярными, поэтому ему нужно что-то, что мгновенно станет хитом, как эти модные хаки из ТикТок. Позже, когда Рик хвалит кулинарию Рида и предлагает подавать еду с лекарствами, ему приходит в голову идея, и он печет печенье, содержащее лекарство, чтобы скрыть его. Они имеют горький вкус и делают их более привлекательными. Печенье получается вкусным, а на следующий день Рид ведет себя как продавщица и раздает всем бесплатные образцы. Это привлекает огромную толпу, и люди выстраиваются в очередь, чтобы купить лечебное печенье, а красного нет на складе еще до полудня. Он по-настоящему счастлив из-за этого успеха, поэтому он поднимает и размахивает письмом, приписывая этот успех госпоже Удача. По прошествии нескольких дней Ред и Рид постепенно возвращаются к нормальной жизни в качестве соседей по комнате. Они вместе выполняют свою работу по дому, и Ред все еще не может поверить в свою удачу, которая привела к нему Рид. Любой, кто приходит в их магазин и узнает, что они живут вместе, будет потрясен до глубины души. А одна девочка-авантюристка убегает в слезах, потому что была безумно влюблена в Реда. Позже Рид говорит Реду, что хочет выпить медовуху, ликер на основе меда. Она не говорит ему, почему ей вдруг захотелось выпить, и бежит купить немного. Тем временем Ред готовит какие-то лекарства, когда Альберт заходит в его магазин. Он заявляет, что пришел сюда не для того, чтобы покупать дурацкие лекарства, и спорит с Редом о том, убил ли он Альберта. Когда Альберт и его группа нашли Альберта, они обнаружили грубый, но глубокий порез на его теле.
В тот раз Альберт взял на себя ответственность за его убийство, но он подозревает, что это сделал Ред. Ред отвечает, что Амир такого ранга, как он, не может этого сделать. И Альберт приходит в ярость, продолжая вести себя как идиот. Он направляет свой меч на Рида, который притворяется испуганным и падает. Однако как раз в этот момент возвращается Рид и, увидев, что Альберт угрожает Риду, нападает на него и пинает к стене. Ред каким-то образом не дает ей убить его, и на этот раз она позволяет ему убежать, просто предупредив. Рид все еще зол, и Ред говорит ей успокоиться, так как ему никогда не угрожала реальная опасность, и он бы справился с Альбертом, если бы это было необходимо. Он поймал бутылку с мясом, которую она бросила, когда бросилась его спасать, и они выпивают ее за ужином. Рид поднимает тост за их новую жизнь и думает, что у них есть все, кроме ванны, и она хочет, чтобы она была достаточно большой для них двоих. Поскольку это займет некоторое время, Ред ведет ее в местную сауну, где он участвует в соревновании на выносливость с Гансом и Штормом. Ганс падает в обморок первым, и его приходится выносить, а Шторм замечает, что сауна выглядит довольно пустой. Старый владелец отвечает, что недавно в городе открылась новая сауна, и он не может конкурировать с мощью капитализма. Он потерял всякую надежду выжить в этом бизнесе, но его постоянные клиенты подбадривают его. Позже Рид, Тонта и сейчас жена Ганса обсуждают, как они могут привлечь клиентов в сауну, когда Ред приносит чай, настоянный на ароматных травах. Это наталкивает их на мысль, и на следующий день они несут пакет с травами в магазин сауны и рассказывают об этом посетителям. Владелец рассказывает о паровой терапии с использованием трав. Они пробуют это, и это приятно пахнет и освежает, и старик благодарит Рида за то, что он дал его умирающему бизнесу спасательный круг. Паровая терапия способствует росту его бизнеса, и покупатели стекаются в его магазин. Когда вечером Ред и Рид возвращаются домой, она вдруг начинает рассказывать о настоящей причине, по которой ей захотелось съесть мясо. Она объясняет, что в Лагервии у молодоженов обязательный месячный медовый месяц, во время которого они едят мясо и проводят время друг с другом. И она просто хотела воссоздать атмосферу праздника. Ред буквально сбит с ног, так как это был первый раз, когда Рид открыто призналась в своих чувствах, и они счастливо возвращаются домой. На следующий день, когда они открывали магазин, его посетила группа влиятельных людей. Ред выходит на улицу, чтобы встретиться с ними, и они представляются офицерами гильдии искателей приключений, которые хотят поговорить с рекой. Ред говорит им подождать, пока магазин откроется, и, оказавшись внутри, Эр хочет заставить людей снаружи ждать как можно дольше. Когда через некоторое время она наконец выходит на улицу, в магазин заходит представитель гильдии воров, чтобы поговорить с Редом. Он предлагает ему эльфийскую монету, стоимость которой составляет 1000 золотых монет, и просит его разорвать все свои связи с Уитом в обмен на это. Ред отвечает, что Уит для него бесценна, и он не оставит ее ни за какие деньги в мире, и его ответ вынуждает Уита, переговорщик должен вернуться. Снаружи Рид также говорит чиновникам гильдии, что она планирует провести всю свою жизнь с Редом, и что она не вернется в гильдию. Искать приключения любой ценой. Она возвращается в дом и краснеет, потому что Ред слышал все, что она сказала. Он просит ее руки, а затем дарит ей браслет с янтарным камнем, утверждая, что это их обручальное кольцо. Они краснеют, как пара подростков, впервые испытывающих любовь, и Рид вспоминает, как однажды она подумала, что они никогда не смогут быть вместе. В прошлом, когда Лагервия боролась с армией повелителя демонов, они решили обратиться за помощью к соседним странам. Для этого Ред предложил им пройти через волшебные леса, поскольку люди и демоны не могут ориентироваться в них, но у него есть друг-эльф, который может их провести. Они отправились в деревню эльфов, где толстая эльфийка по имени Янала немедленно бросилась обнимать Рида. Рид завидовала тому, как эльф прижимался к нему, и, видя, насколько комфортно ему с ней, чувствовала себя еще более неуверенно. Было решено, что Руди, Ариес и Рид будут сопровождать Рида и Яндалу по волшебному лесу. Там Руди и девочка-эльф заметили выражение ревности на лице Рид, и она отвела ее в сторону, чтобы поговорить с какой-то девчонкой. Она сказала Рид, что ее любовь к Реду очевидна для всех, но ей следует постараться выразить это ясно, а не изображать недотрогу. Ярандала сказала, что у нее нет романтических чувств к Реду, поскольку люди недолговечны, и влюбленность в них приносит только разбитое сердце и вечные печали. Для таких эльфов, как она. Она утверждала, что Ред ее лучший друг среди людей, и она просила, чтобы Рид был счастлив, оставаясь рядом с ним и поддерживая его всякий раз, когда он чувствует слабость. После этого они продолжили свое путешествие, но обнаружили, что на другом конце их поджидают демоны-разведчики. Оказалось, что один из наемников, нанятых Ариесом, работал с демонами, и он продал их. Ред знал, что ему нужно прибраться за своим товарищем по команде, и он вызвался остаться вместе с Еруналой, чтобы отвлечь врага, и попросил других прокрасться за ними и позови на помощь. Рик беспокоился о нем, но он заверил ее, что с ним все будет в порядке. Рик и Руди отправились в соседнюю страну и вернулись с подкреплением, молясь за безопасность Рида. Как только они достигли вражеского расположения, Руди в одиночку бросился вперед и убил больше демонов, чем все остальные войска вместе взятые. Рид была поражена огромной силой героя и тем, что она казалась машиной для убийства. Однако, когда Руди увидел Рида, она обняла его и извинилась за то, что оставила его здесь. После этого группа героев покинула Лагервию
Оливию, и несмотря на приглашение Рида, Рид не присоединилась к ним, так как знала, что Руди не понравится, если она сблизится со своим братом. Рид продолжила свое путешествие одна, но судьба снова свела ее с Редом. Позже Рид должна доставить посылку, но по дороге ее останавливает лысый авантюрист. Это был тот самый человек, которого она когда-то победила в своем королевстве, и прямо сейчас он работал с чувством вины воров, чтобы разобраться с ней. Он просит ее вернуться к приключениям или в свою страну, но она отказывается, так как ей неинтересна болтовня. Однако Балди совершает ошибку, оскорбляя Рида, и Рид бьет его, говоря, чтобы он держал имя ее мужа подальше от своего долбаного рта. Мужчина говорит ей, что ее страна разыскивает ее, но Рид отвечает, что она не планирует возвращаться. Ее не волнует судьба ее страны или борьба за престол, и у нее есть все, что она хочет прямо здесь, с тех пор, как Ред здесь. Вскоре после этого Ред отправляется в городскую больницу, чтобы доставить заказ на лекарство, но затем слышит грохот, доносящийся из соседнего дома. Ред и доктор спешат в дом и обнаруживают мужчину без сознания с пеной у рта. Он протягивает доктору противоядие общего назначения, а затем указывает на белый порошок, лежащий рядом с мужчиной. Доктор понимает, что на самом деле этот порошок был недавно одобренным лекарством, которое использовалось в качестве наркотика, и у мужчины была передозировка. Он отвозит наркомана в больницу и благодарит Рида за то, что тот немедленно предложил правильное противоядие. Он просит его запастись еще одним лекарством, и Ред рассказывает об этом инциденте Риту во время ланча. Она беспокоится о том, что лекарство попадет на рынок, но Ред говорит, что в их обязанности не входит расследовать это, и они должны наслаждаться своей молодостью. Как сказал один мудрый человек, всегда води ее купаться на первом свидании, и Ред ведет Вита к реке, где они весело плещутся вокруг. Позже, когда они садятся за стол, оба нервничают, так как ни у кого из них ранее не было опыта свиданий. Рит признается, что она действительно волновалась, когда впервые пришла к нему, но теперь она всегда хочет быть рядом с ним, и они наконец целуются. После этого они возвращаются домой и возвращаются к работе. Рид слышала несколько слухов об этом препарате, утверждая, что он помогает потребителям почувствовать себя новым человеком, но после этого она ничего не знает. «Я думаю, что мне это нужно для научных целей». Как раз в этот момент в их магазин врывается раненый мужчина, и Ред немедленно оказывает ему первую помощь, прежде чем сказать Р, чтобы он выглянул наружу. Она выходит и обнаруживает, что член группы Альберта сошел с ума и нападает на людей с топором. Он бросается на Р как сумасшедший, как только замечает ее. Она уклоняется от его атаки и вспоминает, что у этого человека было благословение вора, и он не мог с такой легкостью размахивать тяжелым оружием. Однако у нее нет времени беспокоиться об этом, так как ее окружает все больше сумасшедших с топорами в руках. Они нападают на нее, и она убивает двоих из них, но один из них уже почти одолел ее, когда прилетает стрела и попадает ему в голову. Другие люди тоже падают подобным образом. И в приказе отмечается, что Альберт выстрелил им всем прямо в голову. Она спорит с ним по этому поводу, и он просит ее оказать помощь тем, кто еще жив, и прислать ему счет позже. Рид в ярости от его поведения и может справиться со своим гневом, только бросив свои клинки, прежде чем она сможет напасть на него. На следующий день Рид лежит на коленях у Рида, читает газету и обнаруживает, что достоверной информации о вчерашнем инциденте нет. Рик считает, что наркотик, должно быть, увеличил силу людей за счет их сообразительности. Как раз в этот момент приходит Тонта и Эл, и Ред приглашает их на обед. За обедом Эл говорит, что недавно его коснулось благословения, и теперь он чувствует беспокойство. Ред отвечает, что им следует позвонить в ФБР и сообщить о благословении. Однако, узнав, что Эл получил благословение мастера оружия, Ред приходит к выводу, что он встревожен, поскольку еще не решил, какое оружие он планирует использовать. Эл хотел бы обменять свое благословение на что-нибудь обычное, например, на воина. Но Ред говорит ему, что воин — это самое обычное и скучное благословение, которое может быть у любого человека. На следующий день член группы Альберта приходит извиниться перед Ридом от имени своего босса. Она утверждает, что в последнее время он слишком много работал, и никто из обычных людей не мог угнаться за ним, вот почему он становился нетерпеливым и вспыльчивым. Ред знает, что благословение Альберта — это сила чемпиона, которая дает ему силы преодолевать большие препятствия и побуждает его оставить свой след в истории. Однако он не очень соответствовал своему замечательному благословению и не смог добиться успеха, поэтому он пришел к Золтану. Но теперь он изо всех сил старается, чтобы стать чемпионом этого города. Скоро начнется гроза, и после того, как Ред запер все окна, он приготовил медовое молоко для Рид, сказав ей, что это было любимое блюдо его сестры, когда она была маленькой. Он вспоминает свое прошлое, когда оба их родителя ушли за молоком и не вернулись, так что им пришлось жить как сироты. Однажды ночью разразилась ужасная гроза, и маленький Руди тихо сидел в углу, и она сказала своему брату, что не боится грозы. Шторм, потому что она была героем. Ред держал ее за руку, оправдываясь тем, что ему было страшно, а Руди была счастлива, что ее брат положился на нее. Она сказала ему, что очень сильно любит его, но не так, как Алабама, и попросила его пообещать, что он всегда будет с ней. Ред сказал ей, что не может дать такого обещания, потому что хочет выйти в люди и стать рыцарем достаточно сильным, чтобы когда-нибудь защитить
получить ее. Сладкая ностальгия Реда нарушается, когда кто-то стучит в дверь, и он открывает ее, чтобы увидеть доктора, несущего раненого Алла на спине. С помощью Реда доктор лечит мальчика и заявляет, что в ране на его голове застряли осколки камня. Вскоре Эл просыпается и кричит, что мальчик-хулиган, полукровка, напал на его дом с топором и ранил его родителей. Ред немедленно бежит к себе домой и обнаруживает, что его родители живы и что они не пострадали от удара топором. Вскоре прибывает доктор и помогает им прийти в себя. Инцидент вскоре выходит за рамки дозволенного, поскольку Адеми был сыном капитана городской стражи, и общественность хочет, чтобы он взял на себя ответственность. Адеми никто не видел после этого нападения, и люди также обвиняют городскую стражу в том, что она прятала его. Тем временем Ред и Рид позволили Аллу пожить у них, пока он не поправится. Даже спустя несколько дней мальчик чувствует себя довольно подавленным, и однажды утром он попросил Рита научить его владеть мечом. Она дала ему несколько базовых уроков, а затем отправилась отдыхать, попивая горячий шоколад, в то время как Эл продолжал тренироваться. Рид беспокоится, что она может оказаться плохой учительницей, а Ред отвечает, что она будет замечательной. И они начинают флиртовать. «Пожалуйста, только не это, я начинаю ревновать». Как раз в этот момент Гонс и сейчас подбегают к ним и сообщают, что городская стража забрала Тонта, пока он играл, а они даже не объяснились. Брат Нао пошел поговорить с охранниками, но его тоже не впустили. Рид и Эл, сходите к главе гильдии и попросите, чтобы он попросил городскую стражу разрешить им забрать Тейта обратно. Он делает это только потому, что хочет вернуть долг Риту и пишет им рекомендацию. Они относят его письмо в городскую стражу и показывают его стражникам, которые вызывают своего капитана, отца Деми. Он впускает их и отпускает насмешки, оправдываясь тем, что он не знал, что его люди отказались что-либо объяснять его семье. Брат Ноу оставляет все как есть и отказывается выдвигать обвинения, поскольку мальчик цел и невредим. После этого Ред спрашивает капитана, почему он арестовал Таунту, и тот отвечает, что, по его мнению, житель Золтана убил его сына. И именно поэтому он хотел допросить одного из своих друзей. Ред напоминает ему, что сейчас виновником является его сын, а капитан отказывается верить показаниям Элла и обвиняет его родителей в инсценировке своих травм, чтобы подставить его бедного мальчика. Он твердо уверен, что его сын ни на кого так сильно не нападет, и Тонта также согласен с капитаном в том, что Адеми невиновен, поскольку он недавно извинился перед ним за то, что избил его ранее. Адеми даже заявил, что хочет стать городским стражником и защищать людей, и пообещал никому не причинять вреда без причины. Услышав это, все пришли в замешательство, и даже Ред не может собрать информацию воедино. После этого капитан просит Эр и Эр остаться для приватной беседы и просит их помочь городу с проблемами, с которыми они сейчас сталкиваются. Первый, он просит Эр сотрудничать и взяться за расследование, несмотря на то, что она ушла из приключений, и она дает ему положительный ответ. «Отвечай». Ред спрашивает капитана, не употреблял ли его сын случайно наркотик, заполонивший рынок, и он приходит в ярость, утверждая, что никто в его семье когда-либо употребляла наркотики. Однако, когда Ред размышляет о сходстве между этим случаем и тем, когда искатели приключений впали в неистовство, капитан признает, что новый препарат, похоже, дает людям второе благословение. Скоро Ред тоже вернется в магазин, но Рид ушел на поиски лекарства. Эл хотел потренироваться с ней, поэтому Ред предложил помочь ему тренироваться. Используя всего лишь метлу, он сбивает мальчика с ног и объясняет, как опасно безрассудно нападать на своего врага. Эл быстро учится и продолжает практиковаться до захода солнца. Он спрашивает Реда, как он может так хорошо драться, если у него всего лишь D-ранг. И Ред отвечает, что он не хочет повышать свой ранг, потому что доволен своей нынешней жизнью. Эл удивлен его ответом, а затем рассказывает ему, что несколько часов назад в магазин пришел странный одноглазый мужчина и подарил ему меч. Этот человек, похоже, работал на гильдию воров и подарил Аллу блестящий красный серп, утверждая, что это поможет ему в кратчайшие сроки стать знаменитым мастером оружия. В тот раз Эллу сразу захотелось потренироваться, но теперь он выражает свои сомнения по поводу того, были ли это его мысли или мысли его друзей. Благословение. Ред говорит ему, что ему нужно потратить время, чтобы разобраться в этом, потому что только владея своим оружием, он может реализовать свои истинные намерения. Тем временем Рик ловит одного человека с запрещенным наркотиком и выслеживает его. Она забирает у него мешочек, наступая ему на грудь, но это придает мужчине очень красивый и причудливый ракурс. Рит отступает назад, потому что ей неловко. Но затем мужчина внезапно взрывается от радости, увидев лучшую сцену в своей жизни. Рит застигнута врасплох террористкой-смертницей, но затем ее окружает еще больше его товарищей. Она пытается вытащить свои мечи, но обнаруживает, что их заклинило. Она сбивает с ног одного из мужчин, а остальные пытаются наброситься на нее. Но тут высокий и мускулистый мужчина хватает их за шиворот и одним ударом лишает сознания. Мужчина снимает капюшон и приветствует Рита, который узнает в нем Данана, выдающегося мастера боевых искусств и члена отряда героев.
гнев. После того, как Рид привела себя в порядок с помощью духов воды, она спрашивает Данана, что он здесь делал, и он говорит ей, что герой приказал ему это сделать. Найди Рида. Рид очень хочет, чтобы он забрал его обратно, но Данан говорит ей, что поскольку Ред нашел здесь дом, он должен это сделать. Не планирую заставлять его отказаться от этого. Затем Данан снимает капюшон с одного из мужчин, которого он только что сбил с ног, чтобы показать, что на самом деле он демон среднего ранга. Рид потрясена, увидев демона в таком мирном районе, как Золтан, и Данан просит ее помочь в расследовании этого инцидента. Однако он хочет, чтобы она держала его в секрете от Ред, и она соглашается. После этого Рид возвращается домой, уставшая после работы, и сразу же запрыгивает мужу на колени, чтобы расслабиться. Она почти ничего не рассказывает ему о том, что произошло снаружи, и узнает, что кто-то из гильдии воров подарил Алисе меч, когда они оба были в отъезде. Ред хочет, чтобы она взглянула на него. Рид использует свою магию, чтобы проанализировать меч, и она находит, что это был хороший меч. Однако на него было наложено отслеживающее заклинание, и местоположение меча всегда передавалось заклинателю. Ред спрашивает, что выиграет гильдия воров от отслеживания совы. Но у Рита есть дела поважнее, например, он флиртует с Редом и грустит из-за того, что держит Дану в секрете от него. На следующий день Ред и Рид отвозят Алла к кузнецу, чтобы тот изготовил его первое оружие. Пока Рид помогает ему выбрать дизайн и материал, Ред слышит шум снаружи и идет проверить. Какой-то мужчина собирает недовольных людей, чтобы выразить протест против действий городской стражи. Ред спрашивает некоторых авантюристов, что происходит, и они отвечают, что человек, подстрекающий толпу, был оплачен лидером гильдии воров, чтобы вызвать беспорядки. Вскоре прибывает заказанная Ридом двуспальная кровать, и Ред стоит в благоговейном страхе, наблюдая, как она ждет его на кровати. Он запрыгивает в нее и просит ее лечь рядом с ним. Они немного целуются и флиртуют, но потом замечают, что в доме есть ребенок, поэтому они решают отложить свои занятия любовью на другой день и ложатся спать. На следующее утро Рик прикрывается с головы до ног и отправляется в тенистые переулки, где ее окружают лысый авантюрист и его товарищи из воровских гильдий. Они думают, что имеют дело с Эллом из-за меча, в который вмонтирован следопыт. Но Рид откидывает капюшон, показывая, что перехитрила их. Балди в ярости от того, что его одурачили, и он приказывает своим людям напасть на нее. Но Рид слишком проворен для них и уничтожает их всех. Один человек остался напоследок, и он думает, что ему предстоит славная битва со знаменитым искателем приключений Уитом. Она также осознала истинную сущность этого человека и сказала ему перестать притворяться человеком. Он улыбается, а затем внезапно превращается в огромного демона с топором, и начинается его борьба с остроумием. С другой стороны, Эл ждет в магазине с охранником, когда одноглазый мужчина, подаривший ему меч, снова постучит. Охранник открывает дверь и впускает его, показывая, что он был в сговоре с гильдией воров. Одноглазый мужчина говорит, что хотя Рид думает, что перехитрила их, она просто попала в их ловушку. На самом деле их план состоял в том, чтобы отослать ее подальше, чтобы они могли похитить эльфа. Эл пытается сопротивляться, но какой-то мужчина быстро подходит к нему сзади и хватает его за руку. Мальчик спрашивает их, чего они хотят, и одноглазый мужчина заявляет, что они сделают его героем Золтана. Он берет Алла в гильдию воров и приводит его к их лидеру, хобгоблину по имени Большой Ястреб. Большой Ястреб сам начинает рассказывать Эллу историю своей жизни. Он объясняет, как родился в трущобах и пробился наверх. Теперь, когда он в Золтане, он хочет взять на себя управление этим районом и изменить его в соответствии со своим видением. Для этого ему нужен препарат, от которого все сходили с ума. Он назывался «Благословение дьявола» и был изготовлен из сердец демонов-топоров. Ястреб говорит, что до сих пор только Бог давал людям их благословение, но он этим недоволен. Он считает, что большинство людей также испытывают своего рода неудовлетворенность из-за того, что цель их жизни уже определена благодаря их благословению. И они ничего не могут с этим поделать. Большой Ястреб утверждает, что его благословение – это мастер-палач, и хотя он опытный преступник, он ненавидит свое благословение, которое слишком жестокое и отвратительно. Используя благословение дьявола, он получил второе благословение и второй шанс на жизнь, и теперь он хочет дать этот шанс другим. Всех и взять их под свой контроль. Для этого Большому Ястребу нужно восстание в обществе, и он хочет, чтобы Эл стал его инструментом для его начала. Он приказывает своим людям вывести Деми, который извиняется перед Элом, говоря, что он получил благословение дьявола только для того, чтобы стать сильным, как его отец. Но в итоге стал причиной неприятностей для всех. Перед домом Большого Ястреба собралась огромная толпа, состоящая в основном из искателей приключений и недовольных горожан. Большой Ястреб выводит сову на балкон и начинает обращаться к толпе. Он выводит их из себя, говоря, что в городской страже полно некомпетентных людей, которые не могут найти преступника, ответственного за нападение на невинную семью Элла. Он обвиняет их в том, что они прячут Деми, поскольку он сын их капитана. Толпа начинает волноваться, и тогда Большой Ястреб вызывает двух городских стражников, работающих на него. Они лгут и говорят, что принимали участие в сокрытии Деми, потому что им приказал капитан. Но они больше не могут этого делать. Большой Ястреб заявляет, что он начнет революцию, чтобы свергнуть городскую стражу и спасти Золтана от их тирании. За это он просит Алла взять его меч и убить Адея, чтобы начать революцию. А Эл не хочет этого делать, и Большой Ястреб пытается убедить его, что именно Адей пытался убить его родителей. Он бесстыдно говорит, что несмотря на то, что они дали ему наркотик и топор,
Именно он решил отомстить своим родителям. Элу все еще не нравится эта идея, но затем Большой Ястреб использует свои навыки промывания мозгов, чтобы заставить его убить мальчика. Он берет меч и приближается к Деми, но как только он видит свое отражение на лезвии, его промывание мозгов прекращается и он приходит в себя. Эл наносит удар, но он только перерезает веревки, связывающие Деми, а не его самого, потому что он не хочет никому причинять боль. Деми благодарен, но потом одноглазый мужчина показывает ему топор, и он заводится. Большой Ястреб объясняет, что из-за благословения дьявола всякий раз, когда Деми видит топор, у него возникает желание убить. Эл пытается отговорить его от этого, но Деми подбегает и хватает топор. Большой Ястреб приказывает Элу убить его или быть убитым самому, но прежде чем кто-либо успевает пошевелиться, человек в капюшоне бросается вперед и рубит топором, мгновенно убивая одноглазого человека. Мужчина схватил полуботинку, а затем сказал ворам, что они думали, что обманули его, но он обманул их, заставив так думать. На самом деле это Ред, который все это время прятался среди воров. Он говорит Элу схватить его, а затем прыгает с балкона, используя свой навык медленное падение. Ред убегает с детьми, отводит их в безопасное место, чтобы дать Деми антидот, который подавляет его второе благословение. Вскоре авантюрист по имени Бьюи, который работает с Редом, приходит туда и забирает детей, в то время как Ред остается, чтобы разобраться с авантюристами, идущими за ними. Он отправляется на встречу с Большим Ястребом, его людьми Альбертом, который встал на их сторону. Альберт атакует Реда, используя приемы боевых искусств и демонический меч, но тот парирует его атаки своим дешевым бронзовым мечом. Альберт понимает, что Ред действительно силен, и все это время он просто притворялся слабым. Ред не обращает на него особого внимания и замечает что-то странное с Большим Ястребом. Он не пытается ничего скрывать и отвечает, что он Велиал, демон по контракту, который позаимствовал тело Хобгоблина. Он говорит, что Большой Ястреб хотел стать королем Золтана, и в обмен на это он позволил ему полностью контролировать свое тело. Ред немного беззаботно подшучивает над демоном, говоря, что поскольку Золтан очень ленивый, ему должно быть пришлось нелегко, поднимаясь на вершину гильдии воров. Велиал не может не согласиться с этим. Чтобы изменить ситуацию, он обратился за помощью к Альберту, который был аутсайдером с большими амбициями, и заключил с ним контракт. Альберт заявляет, что Золтан такое убогое место для кого-то вроде него, вот почему он заключил сделку с демоном контракта, чтобы стать более могущественным. Так что однажды он сможет сыграть свою роль в победе над повелителем демонов. Он утверждает, что не совершит ничего дурного даже после заключения сделки с демонами. Но Ред напоминает ему, что из-за того, что он поддерживал гильдию воров, многие люди уже лишились своих жизней. Альберт думает о них как о необходимой жертве и говорит, что по своему контракту он планирует собрать армию в Золтане, а затем повести их сражаться с повелителем демонов под командованием героя. Он совсем запутался в своих иллюзиях и просит Реда присоединиться к нему, чтобы они могли присоединиться к группе героев. Он просит Реда решить, хочет ли он пойти с ним и стать героем или победить его и стать спасителем Золтана. Однако Ред говорит ему, что не собирается выбирать ни один из вариантов, и внезапно их окружает городская стража. Глава гильдии приходит туда и говорит Альберту, что он арестован и имеет право хранить молчание. Альберт расстраивается и спрашивает Реда, почему он не может просто разобраться с ним сам и возвыситься до славы, но Ред отвечает, что ему достаточно управлять своей аптекой вместе с Рид. Альберт не может справиться с этим и просит его по крайней мере убить его, чтобы его запомнили как нечто большее, чем просто мелкий преступник. Он бросается на Реда, который без особых усилий уклоняется от его удара. Ред наносит удар с огромной скоростью и точностью, и прежде чем Альберт успевает это осознать, он теряет руку. Альберт падает на колени и плачет, потому что его планы провалились. И Ред говорит ему, что быть героем — это не только физическая сила. Он знает, что Альберт всегда старался изо всех сил быть героем Золтана, несмотря на свои недостатки, но в итоге выбрал неверный путь. Тем временем Бьюи вел Сову и Деми в резиденцию Большого Ястреба, где все еще собирается толпа. Он заставляет их всплывать с помощью магии, и мальчики объясняют, что все произошедшее было заговором, подпитываемым гильдией воров. Эл говорит, что Деми не причинял вреда его семье, но именно демоническое лекарство заставило его сделать это, и он предупреждает горожан прекратить принимать это лекарство. Наркотик. Эл заявляет, что он уже простил Деми, и они снова стали друзьями, так что у людей больше нет причин ссориться, и они тихо расходятся. Хулигана или Большого Ястреба арестовывают и сажают в тюрьму, когда БВИ наносит ему визит. Он называет хулигана по имени, и демон понимает, что на самом деле этот человек был генералом демонов Шисаном. Шисин душит его и говорит, что ему повезло, что они не встретились перед Редом, потому что это было бы ужасно. Он спрашивает Белала, почему тот решил продать дьявольское благословение, и солгал, что оно было сделано из сердца демона с топором. Шисин и знает правду о наркотике, и говорит своему старому другу, что если люди узнают правду о том, что наркотик может помочь им раскрыть свой истинный потенциал, то дела демонов очень быстро пойдут плохо. Булиол объявляет, что расторгает контракт с Большим Ястребом,
и внезапно раскрывает свое истинное обличие козла. Он прорывается через тюремный колодец и достигает камеры Альберта, обещая дать ему силу сбежать и присоединиться к отряду героев. Альберт достиг самого дна, и его это больше не волнует. Но демон-козел напоминает ему, что он уже подписал с ним контракт на победу над королем демонов, и он должен принять меры для этого. Альберт говорит ему делать все, что ему заблагорассудится, и демон Велиал подписывает новый контракт. Где-то далеко от Золтана герой Руди и ее группа переживают трудные времена с тех пор, как Рида выгнали. На первом этапе группа добилась значительных успехов, и волшебники наняли нового участника, чтобы заменить Рида. Девочка представилась как Тис, ассасин, и познакомилась с Дананом, мастером боевых искусств, и Теодорой, крестоносцем. После этого к ней пришел Руди, и несмотря на ее пугающую ауру, Тис сумела сохранить невозмутимое выражение лица, хотя она очень нервничала, стоя перед ним. А герои? Затем Руди сказала своей команде, что завтра они отправятся за оружием, которым пользовался предыдущий король демонов. Однако это было легче сказать, чем сделать, и после того, как мастер боевых искусств Данан долгое время не находил никаких зацепок, он начал расстраиваться. Он открыто сказал Аресу, что у него не получается управлять группой, и все никогда не было так плохо, когда Ред был с ними. Данан хочет покинуть вечеринку, чтобы найти Рида, и он не слушает Ареса, который пытается его остановить. Однако, когда Руди выходит, Данан начинает беспокоиться о том, чтобы уйти с вечеринки, но она разрешает ему поискать ее брата. Арес в шоке, так как он думал, что бесчувственный герой не отдал бы такого приказа. Перед уходом Данан разговаривает с Теодорой, и они оба считают, что Арес долгое время держал обиду на Рида. Они задаются вопросом, мог ли Арес убить его, но они уверены, что хотя у Рида были только общие навыки, он был достаточно силен, чтобы выжить, сражаясь с кем угодно здесь. С этими словами Данан отправляется в свое путешествие, чтобы найти его и вернуть обратно. Руди продолжает ждать, что Данан вернет ее брата, когда бы они ни сделали перерыв. Тем временем Арес становится все более и более взволнованным, поскольку все идет не так, как ему хотелось бы. А у них по-прежнему нет никаких подсказок о главном оружии предыдущего повелителя демонов. Новой девочке Тис не с кем поговорить, поэтому Теодора подходит к ней и объясняет, что их вечеринка не всегда была веселой. Вот такой бардак. Она рассказывает ему о брате героя Реди, который отлично справлялся со всеми небоевыми проблемами, и даже в бою он никогда ни для кого не был обузой. Теодора считает, что герою и их отряду очень нужно вернуть Реда. По ночам Руди прячется в углу ее палатки. Ей не нужно спать из-за ее могущественного благословения, но рыцари начинают надоедать ей, и она тоскует без брата, который составляет ей компанию. Когда Ред пропала, Арес сообщил ей, что отправился на разведку к повелителю демонов в одиночку. Он придумывал всевозможные отговорки, чтобы заставить ее поверить в эту ложь, а потом сказал, что теперь попытается направить ее вместо ее брата. Руди понял, что Арес лжет и что он что-то сделал с Редом, поэтому она в ярости пробила в нем дыру. Однако она знала, что он важен для ее миссии, поэтому она полностью восстановила его перед смертью. Но с того дня Арес начал бояться Руди. Руди сейчас чувствует, что без брата у нее в сердце пустота, и хочет, чтобы он поскорее вернулся. Скоро они найдут руины предыдущего короля демонов, спрятанные в пустыне. Арес уверен, что там спрятано самое мощное оружие повелителя демонов. Он утверждает, что его благословляющий мудрец является вторым по значимости благословением после героя Руди, и вместе они обязательно добьются успеха. Тис идет наполнить свои бутылки, прежде чем войти в руины, и Руди подходит к ней. Девочка-ассасин нервно спрашивает ее, когда она спит, так как она всегда видела ее бодрствующей, и Руди отвечает, что нет. Благодаря своему благословению она обладает сопротивляемостью ко всем видам вещей, таким как сон, усталость, недомогание, голод и даже эмоции. Руди утверждает, что ее благословение помогает ей стать роботом-героем, не испытывающим эмоций и не нуждающимся в уходе. С ней осталось только то, что могло бы привести ее к успеху в ее миссии, а все остальное было удалено. И именно поэтому она не может пойти за своим братом, хотя и скучает по нему. Вскоре Руди и ее спутники проникают в руины и сталкиваются там с гигантским демоном. Руди приказывает Тису найти ключи к оружию, пока они сражаются с демоном. Она вспоминает, чему научил ее брат. У всех демонов есть одно и то же благословение, которое заставляет их убивать и разрушать, как будто Бог хочет, чтобы они исполняли роль злодеев в этом мире. Руди бросается к демону и атакует его, а Теодора следует ее примеру. Арес не замечает, что демон собирается напасть на него, и когда Теодора предупреждает его, он мочится в штаны. Руди защищает его, а затем с помощью Теодоры она побеждает демона. Она говорит Аресу, что ей никогда не приходилось так сильно прикрывать своего брата, и называет его бесполезным. Арес все еще ожесточен и бредит, и он думает, что Ред, Данан, Уринала, НАТО и Организация Объединенных Наций были виноваты, потому что он не мог предвидеть надвигающуюся на него атаку. Вскоре Тис возвращается к группе, и Арес спрашивает ее, нашла ли она оружие повелителя демонов, и она отвечает, что нашла кое-что получше. Она ведет их в подземный ангар и показывает личный воздушный корабль повелителя демонов. Группа садится на него и улетает, а Тис выступает в роли пилота. Она спрашивает Руди, не хочет ли она куда-нибудь поехать, и отвечает, что хочет, но не должна,
так как это противоречит ее долгу героя. Однако однажды ночью Альберт и Белиал добираются до лагеря героя, и она узнает об их обстоятельствах, которые вынуждают ее действовать. На следующее утро Арес ошеломлен, увидев, что воздушный корабль улетает без него и Теодоры, но она совершенно спокойна. Арес все еще думает, что герой не сможет сражаться без своей магии. Но Теодора говорит ему, что Руди справится сам. Затем она идет проверить палатку героя и, кроме тела Булиала, находит значок героя и удивляется, почему Руди оставил его здесь. Тис на полной скорости ведет корабль к Золтану, и она думает, что просто быть водителем героя намного лучше, чем живу как наемный убийца. Она спрашивает Руди, зачем они летят к Золтану, и отвечает, что ее интересует наркотик, который показал ей Альберт. Прошлой ночью, когда к ней пришел Велиал, он пытался внушить ей мысль, что он не такой, как другие демоны. Вместо того, чтобы стремиться к войне и разрушению, он один из демонов, которые поклонялись всемогущему богу и хотели жить в соответствии с его учением. Руди подумал, что это любопытный случай, и тогда спросил его о наркотике, известном как благословение дьявола. Улил объяснил, что наркотик изготавливается из сердца демона с топором, и, используя его, можно получить второе благословение. При употреблении наркотиков уровень первоначального благословения снижается, и это позволяет легко повышать уровень, убивая более слабых монстров и демонов. Эффекты также были временными, и когда действие наркотика заканчивалось, первоначальное благословение возвращалось на уровень выше первоначального. Бойл сказал ей, что это может помочь людям победить повелителя демонов, но Руди не придал значения большей части объяснений. И единственное, что она сказала, нравилось в этом то, что это могло ослабить чье-то благословение. Она утверждает, что поскольку яды и проклятия на нее не действуют, она хочет испытать их на себе. Она съедает целый пакетик лекарства, которого достаточно, чтобы передозировать целую деревню, и конечный результат ее очень радует. Теперь Руди хочет постоянно получать это лекарство и отправляется к Золтану, чтобы встретиться с его вдохновителем, вероятно, с кем-то по имени Гейзенберг. Она говорит Тису, чтобы он относился к ней как к попутчице и скрывал тот факт, что она герой. Тис нервничает, просто стоя рядом с ней, но она принимает ее просьбу со спокойным выражением лица. Тем временем Риду становится скучно в своем магазине, так как наступила зима и люди слишком ленивы, чтобы выходить из дома. Рид приносит горячий шоколад и говорит, что было бы неплохо иметь что-нибудь, что понравится людям в холодную погоду. И она вспоминает, что в ее стране люди пользовались грелками для рук. Риду нравится эта идея, но он беспокоится, что она может не сработать. Ред уверяет его, что это будет успешным, и он готовит несколько образцов, чтобы раздать их друзьям, в том числе Гонсу, Шторму, Доктору и людям из гильдии. Всем нравится этот продукт, а он возвращается домой с пустыми руками, с холодными ладонями. Рид встречает его по дороге, и после того, как они рассказывают о том, как всем понравился продукт, начинается снегопад. Ред говорит, что ему тоже следовало бы оставить себе грелки для рук, и Рич показывает ему, что у нее тоже есть такая грелка. Они берут ее в руки и отправляются на прогулку, а потом садятся на скамейку и начинают флиртовать и целоваться на снегу. Несколько дней спустя Тис и Руди высадились в лесу неподалеку от Золтана. Тис готовит Руди кое-какую одежду, чтобы он не казался таким подозрительным, но она беспокоится о своем мече. Руди планирует что-то предпринять по этому поводу, и она вручает Тис меч, когда идет в лес. Через несколько минут она возвращается с другим мечом, утверждая, что получила его от колонии гоблинов, которых она исцелила, используя свою способность. После этого они направляются в город, но охранник блокирует мост, требуя, чтобы люди платили ему деньги за переход по нему. Руди спорит с ним о несправедливом налоге, и он говорит ей, что это новая идея, которая пришла ему в голову. Она отказывается платить ему, и солдат нападает на нее, но она одной рукой отправляет его в реку. Несколько минут спустя глупый охранник греется у костра, когда Ред проходит по мосту. Охранник подбегает к нему и рассказывает о сильной девушке, которая только что выбила из него все дерьмо, а все его вещи унесло в реку. Он хочет забрать все деньги, которые есть у Реда, но в итоге Ред бьет его изо всех сил и отправляет в полет. Еще раз. Вскоре Руди входит в город, неся гигантского монстра, на которого она охотилась по пути, и охранник слишком безмолвен, чтобы задавать ей какие-либо вопросы. Тис не понимает, как она может сделать героя менее заметным, поэтому она решает уйти в гостиницу пораньше. Ночью Ред возвращается к Золтану как раз в тот момент, когда ворота вот-вот закроются, и охранник приглашает его куда-нибудь выпить. Они отправляются в местную забегаловку, где Тис тоже оказывается, когда осматривает город. Ред начинает с ней разговаривать и замечает, что она хорошо экипирована и держится в тени, что означает, что она, вероятно, шпион или наемный убийца. Тис также осознает остроту чувств Ред и скрытую силу, и они оба думают, что другая профессионал. Тис возвращается в их гостиницу и сообщает Руди, что встретила человека, с которым может быть проблематично иметь дело. Она считает, что Ред, вероятно, самый сильный искатель приключений в этом городе, и они не должны затевать с ним драку. Однако Руди не понимает, что Тис говорит о Риде, и она решает, что им следует держаться от него подальше. На следующий день она отправляется на разведку в тюрьму, где содержится алхимик, создавший наркотик. Руди задается вопросом, что
что бы сделал ее брат, чтобы вызволить его из тюрьмы, и просто представляя, как он разговаривает с ней, она начинает сильно скучать по нему. Благодаря наркотику ее благословение ослабло, и к ней вернулись эмоции, поэтому она решает найти его после этого. Ночью Руди и Тис пробираются в тюрьму и направляются в камеру одноглазого человека, которого отныне мы будем называть Гейзенбергом вперед. Руди требует, чтобы он дал ей дьявольское благословение, и он слишком напуган, чтобы отказать ей. На следующее утро Тис просыпается и видит, что Руди не может заснуть, так как действие наркотика прекратилось. Она планирует вылечить Гейзенберга, чтобы он снова мог работать, и просит Тис найти для него какое-нибудь лекарство, поскольку она не хочет раскрывать свою целительную силу. Тис узнала о хорошей аптеке и забрала Руди с собой. Но как только Руди заходит в магазин, она видит Рида. Ни один из них не может поверить, что они снова видят друг друга, и Руди улыбается, когда она бежит обнять своего брата. Гонс тоже был в магазине, и он в замешательстве, так как Ред никогда ничего не упоминал о своей сестре. Он оставляет их наедине. И Тис спрашивает Рида, можно ли позволить эльфу уйти после того, как он узнает их секрет. Но Ред доверяет ему. После этого Тис представилась в качестве его замены на вечеринке в честь героя. Руди спрашивает Рида, живет ли он с кем-нибудь, и как только она узнает о Рид, она становится недовольна. Ред меняет тему и рассказывает ей правду о том, как он ушел с вечеринки, потому что Ариес убедила его сделать это. Руди обещает преподать Ариесу урок, когда они вернутся, и просит Рида снова присоединиться к вечеринке, говоря, что все хотят, чтобы он вернулся. Она объясняет, как Ярандала ушла с вечеринки вслед за ним, а Данан тоже отправился в одиночку искать его. Ред потрясен, так как у него сложилось впечатление, что на вечеринке у Руди все шло гладко. Однако он не может покинуть этот город, потому что нашел причину жить здесь. Услышав это, Руди заявляет, что она тоже переедет в этот город. И Ред и Тис ошеломлены, услышав это, а затем Рид возвращается из продуктового магазина. Она тоже застигнута врасплох, когда видит Руди, а затем Ред приносит чай для всех. Он спрашивает Руди, что привело ее к Золтану, и она отвечает, что искала кого-нибудь, кто помог бы ей победить повелителя демонов. В качестве бонуса она также нашла своего брата. Ри беспокоится и боится, что Руди заберет у нее Рида, но он уверяет ее, что никуда не собирается уезжать и останется здесь с ней. Ри смотрит на Руди, ожидая ее одобрения, и она также потрясена, узнав, что собиралась остаться здесь. После этого Руди уходит к ней домой, а Ред говорит ей приходить сюда, когда она захочет. Когда Руди уходит, у нее внезапно случается инсульт, действие лекарства заканчивается, и она снова накачивается наркотиками. Ночью Тис идет к Гейзенбергу и говорит ему, что они не планируют покидать Золтана в ближайшее время, и он впадает в панику, потому что если его арестуют на этот раз, он наверняка умрет. Быть казненным. Затем Тис возвращается к Руди и сообщает ему, что Гейзенберг хочет иметь полностью оборудованную лабораторию для производства препарата, и у нее уже есть кое-какие планы на этот счет. Она слышала о каких-то эльфийских руинах в близлежащей горе, и она хочет создать там лабораторию. Тис думает, что это, возможно, не очень хорошая идея, и тут Руди внезапно поворачивается к ней. Тис приходит в ужас, когда герой протягивает руку к своему любимому пауку, и она отскакивает назад, вытаскивая свой клинок. Она чувствует, что Руди хочет причинить ему вред, но она говорит, что у нее нет намерения причинять вред кому-либо, и даже приносит извинения за недоразумение. Тис понимает, что хотя все ожидали, что герой спасет мир, даже члены ее группы боялись ее. У нее не было друзей, а ее ограниченное социальное взаимодействие означало, что она не знала, как найти общий язык с другими людьми. Тис чувствует себя неловко из-за того, что достала оружие, и подходит к Руди, позволяя ей погладить своего паука. На следующий день Руди пытается помочь в магазине своего брата, но из-за ее пугающей ауры все убегают. Ред советует ей больше улыбаться, но и это ей дается с трудом. Затем он просит ее пойти с ним, чтобы они вместе посмотрели город. Он ведет ее в сауну 1 числа, где все отмечают, какая она милая, а Руди прячется за его спиной, потому что ей неловко. Когда они выходят из сауны, Руди извиняется за то, что так сильно выделялся, и Ред говорит ей, что в этом нет ничего плохого и никто не виноват. Собираюсь совать нос в их здешние дела. Он гладит ее по голове, называя своей гордостью и радостью, и Руди желает, чтобы этот день длился вечно. Тем временем Арес и Теодора отправляются к Золтану, чтобы выследить героя, а Альберт выступает в роли их проводника. У Ареса начали проявляться явные признаки психического расстройства, но, к сожалению, магия исцеления на это не действует. Альберт все еще пребывает в депрессии, и ему кажется, что он ничего не сделал, чтобы кому-то помочь. Теодора говорит ему, что он привел их к герою, и этого было достаточно. Вернувшись в Золтан, Ред пригласил Руди и Тис на ужин, а на десерт угостил их любимым медовым молоком Руди и даже приготовил угощение для любимого паука Тис. Ред говорит Руди, чтобы он принял ванну, прежде чем вернуться к ней, и так как она уже слишком взрослая, чтобы принимать ванну со своим братом, она решает принять ванну со своей невесткой. Тис тоже рада присоединиться к ним, утверждая, что она критик бани. В ванной Руди спрашивает Ри, насколько она близка с Ред, и она отвечает, что они занимались всем, кроме приготовления пищи для младенцев. Риду тоже интересно узнать о детстве Ред, и Руди говорит ему, что он всегда был замечательным человеком и заботился о ней. Она начинает рассказ об их детстве, когда она еще не получила своего благословения и была еще слаба. Однажды она отправилась
на поиски своего потерянного друга, так как она все еще была героем. Руди нашел ее перед пещерой, но когда она попыталась спасти ее, на них напал совиный медведь. Как герой, она поставила жизнь своей подруги превыше своей собственной и получила серьезное ранение во время драки. Она вылечила себя и дала отпор, вонзив нож в глаз сове медведю. Однако она упала на землю, а ее подруга убежала. Пока Руди пытался подняться на ноги, она поняла, что шансов на победу у нее нет, и в отчаянии позвала своего брата на помощь. Как раз в тот момент, когда Албир собирался напасть на нее, появился Ред и разрубил зверя пополам. Он обнял Руди и сказал ей, что теперь все в порядке. А теперь Руди говорит Рид, что ее благословение лишает ее эмоций. Она не может радоваться ничему в настоящем, и то, как она относилась к событиям в прошлом, является для нее единственным способом оставаться в здравом уме. Она признается, что завидовала Риду и Лагравии, потому что могла свободно выражать свои эмоции и даже становилась ближе к Риду. Руди начинает плакать, говоря, что она хотела быть не героем, а кем-то вроде Рид. Тис слышала весь разговор, и она понимает, что до сих пор только Ред мог спасти героя, но с этого момента она клянется оставаться рядом с ней и избавь ее от бремени ее долга как друга. На следующий день Тис сама навестила Рида и Уайта, и они поблагодарили ее за то, что она была другом Руди. Однако она здесь для того, чтобы настучать на нее за использование благословений дьявола. Ред потрясена тем, что демон Велиал сам подошел к ней и превратил ее в наркоманку. Он считает, что хотя благословение героя дает ей иммунитет ко всем видам ядов, если наркотик ослабит ее благословение, вскоре могут возникнуть побочные эффекты. Тис также сказала им, что именно они вызволили Гейзенберга из тюрьмы, и она спрашивает Рида, сердится ли он на нее. Его сестру за то, что она так поступила. На этот раз он хочет простить ее, так как никто не пострадал, и Тис рад это слышать. Она просит, чтобы он рассказал об этом и Руди, так как она, вероятно, боится, что он рассердится на нее. Она просит Рида купить кое-какое алхимическое оборудование для лаборатории Гейзенберга, пока она заберет Рита с собой в убежище. Тем временем Арес и другие также добрались до Золтана, и они прочесывают город в поисках любых зацепок о сбежавшем герое. На них наложено заклинание невидимости, чтобы незаметно передвигаться, но демон Шисиндан, замаскированный под авантюриста Бьюи, все равно замечает их присутствие. С другой стороны, Ред ходит по магазинам за алхимическим оборудованием, когда его встречает Данан, и у него отсутствует рука. Они выясняют, что произошло после того, как он ушел с вечеринки, но не замечают Теодору и Альберта, сидящих рядом с ними, защищенных заклинанием невидимости. Данан спрашивает Реда, почему он ушел с вечеринки, и тот отвечает, что он был помехой для отряда в бою. Данан с ним не согласен и говорит ему, что он грозный воин, который может сохранять спокойствие даже перед лицом гораздо более сильных врагов. Он хочет, чтобы Ред вернулся на вечеринку, но ему отказывают, как и всем до него. Затем Ред рассказывает Данану, что Руди тоже в городе и как она страдает морально и эмоционально из-за своего благословения. У Данана IQ комнатной температуры, но по крайней мере он это осознает, в отличие от многих моих друзей. Он не понимает всех сложностей, связанных с благословением Руди, и решает, что попытается помочь ей любым возможным способом. Прежде чем он сможет принимать какие-либо поспешные решения, Ред просит его хотя бы рассказать свою историю первого числа. Данан говорит ему, что они могут разговаривать на ходу, и утверждает, что потеря правой руки не такая уж большая проблема. С другой стороны, Арес отдыхает в гостинице, когда Данан навещает его, а у этого человека обе руки целы, что означает, что он, вероятно, не настоящий. Не настоящий Ди и говорит Аресу, что Ред поселился здесь с Рид, и у них даже есть небольшая аптека. Арес тоже злится из-за этого, жалуясь, что после того, как он выгнал Реда из команды, он на самом деле решил уйти в отставку и жениться на женщине, которую любил. Он просит Данана отвезти его в магазин Реда, чтобы он мог вычеркнуть его из жизни героя раз и навсегда все, даже если для этого ему придется применить смертельную силу. Фальшивый Данан ведет сумасшедшего Овна в аптеку, где тот громит магазин, чтобы избавиться от своего разочарования. Он разбивает пузырьки с лекарствами и горшки с растениями, прежде чем войти в их спальню и разрезать кровать. Поддельный Данан позволяет ему делать все, что ему заблагорассудится, на самом деле он наслаждается своей жалкой яростью. С другой стороны, Ред и Данан бегут обратно в его магазин, когда Данан сообщает ему, что генерал демонов Шисендин все еще жив. Они подрались ранее, когда он искал Реда, и Шисендан откусил ему руку и бросил в море. Прямо сейчас он бродил по этой местности в облике человека-искателя приключений. Риду трудно поверить, что демон смог выжить после того, как Руди пронзил его сердце. Но Данан советует ему подумать об этом позже. Как раз в этот момент над головой пролетает дракон-дух, и они не замечают Ариесы и фальшивого Данана, сидящего на нем. Они все еще с подозрением относятся к дракону, летящему к эльфийским руинам, и решают погнаться за ним. Ред бежит так быстро, как только может, и догоняет Эр и Тис. Он говорит ей, что Данан тоже уже в пути, и она извиняется, потому что встретила Данана раньше, но не сказала ему об этом. Ред спрашивает, не заметила ли она чего-нибудь необычного в Данане тогда, и Рид не может ничего сказать. Ред понимает, что происходит, и говорит потрясенный Рид, что у Данана нет правой руки, которую откусил Шисан, который чудом выжил, получив удар ножом в сердце. Кроме того, Шисан обладал способностью превращаться в любого, кого съест,
так что поддельный Донан, вероятно, тоже он. Рид сожалеет, что держала его в секрете от Рида, и заявляет, что если они столкнутся с Шисанданом, она убьет его, и Ред также обещает присоединиться к ней в битве. После этого он устремляется вперед, следуя за драконом, и приходит к эльфийским руинам. Ред использует волшебную светящуюся палочку, чтобы ориентироваться в темных руинах, а затем прыгает в яму, используя свой навык медленное падение. Исследуя руины, он находит объявление о том, что Рид находится в административном центре героя и задается вопросом, что происходит. Он добирается до комнаты, в которой содержится Гейзенберг, и спрашивает его, где Руди. Он понятия не имеет и даже отказывается позвонить ей. Так что Ред выкручивает ему руку, и Руди бросается спасать своего наркоторговца, но увидев своего брата, она бросает оружие. Ред заводит с ней приватную беседу и говорит, что он все слышал о Тисё. Он не ругает свою сестру за употребление наркотиков, вместо этого он утверждает, что работает над лекарствами, которые сдерживают импульсы благословения к ней. Руди поражен, и она спрашивает его, зачем ему это делать, когда он всю свою жизнь защищал мир и помогал всем, кому мог. Ред отвечает, что все, чего он когда-либо хотел, это защитить ее, а помощь другим людям – это просто то, что пришло само собой. Он утверждает, что для Руди нормально выбирать свой собственный путь. И даже если она захочет перестать быть героем, он поддержит ее. Руди не может поверить ему так внезапно и просит заверений, и он еще раз говорит ей, что у нее есть право самой решать свою жизнь. Она расчувствовалась и прижалась к нему, благодаря за то, что он всегда был рядом с ней. Вскоре Рид и Тис тоже приходят в руины, и Тис извиняется перед Руди за то, что он ее выдал. Однако Руди уже простил ее, и она благодарит ее за то, что она привела сюда своего брата. Ред хочет поговорить с Гейзенбергом о том, как он может получить сердца демонов топора, чтобы сделать лекарство, но перед этим Руди говорит ему, что Велиал сказал ей, что новое благословение, данное лекарством, это произошло из-за затаенной злобы демона с топором. Однако на нее это никак не повлияло, и вместо благословения демона с топором у нее появилось безымянное благословение. Ее новое благословение не дает ей никаких навыков или побуждений, и Ред недоумевает, услышав это. Даже Гейзенберг никогда раньше не слышал о таком. Но он верит, что если не пробудить благословение демона топора, то у Руди не будет приступов кровожадности из-за наркотика. Все радуются, что ситуация выглядит не так уж плохо. Но затем Тис предупреждает их о чем-то, что быстро приближается к ним. В их сторону устремляется поток гигантских жутких глазных яблок, и Ред понимает, что это магическое заклинание, которое дает заклинателю информацию о местонахождении любого, кто соприкоснется с глазами. Руди это не нравится, и она взрывает глазные яблоки магией молнии и убегает. Ред гонится за ней, проинструктировав Рид следовать за ними, сохраняя при этом безопасность Гейзенберга. Руди обнаружила магического заклинателя и бежит к нему, но она ошеломлена, обнаружив, что Арес ждет ее. Он совершенно сошел с ума, и, похоже, его срочно нужно отправить в психиатрическую лечебницу. Он просит Руди пойти с ним, так как они могут победить повелителя демонов только в одиночку, и им не нужен никакой другой слабак рядом с ними. Руди говорит ему, что она собирается перестать быть героем, но Арес не принимает «нет» в качестве ответа и верит, что она делала это, чтобы угодить своему брату-неудачнику. Ред пытается объяснить ему правду, но он применяет к нему силовую атаку, в результате чего тот врезается в стену. Арес восклицает, что теперь, когда он избавился от багажа, Руди может присоединиться к нему. Но она разозлилась и ударила его ножом. Руди говорит ему, что поскольку ее брат не был серьезно ранен, она собиралась оставить его в живых. Но она не вернется с ним ни при каких обстоятельствах. Она идет к Риду и исцеляет его, а затем оставляет Ареса истекающим кровью на полу. С каждым мгновением он становится все более невменяемым и кричит, что даже герой – идиот, которого невозможно спасти. Поддельный Донан или Шисан наблюдал за этим и превратился в красавицу, чтобы подойти к Аресу с целебным зельем. Арес исцеляет себя с помощью магии, а затем говорит Шисану, что он знает, кто он такой, благодаря своему умению оценивать. Шисенин переходит к сути и говорит, что не хочет сражаться с ним, а вместо этого хочет заключить временный союз. Он говорит Аресу, что в этих руинах спрятана реликвия первого героя, и если он отдаст ее Руди, она вернется на его сторону. Когда Шисандан ведет Ареса к мечу, он вспоминает свою первую встречу с Руди и то, как он уже знал, что она станет спасительницей мира. Он глубоко уважал благословение героя и хотел посвятить свою жизнь тому, чтобы помочь Руди спасти мир. Теперь у него отняли все, ради чего он так усердно трудился, и он полон решимости вернуть это любой ценой. С другой стороны, Ред и Руди присоединяются к своей группе и рассказывают им, что Ариес был здесь и планировал завоевать расположение Руди. Тис следит за ним и уведомляет группу, что Ариес направлялся в подвал с другим человеком, который пытается скрыть свое присутствие с помощью магии. Рид подозревает, что этот другой человек Шисендин, а Ред хочет встретиться лицом к лицу с Аресом и предупредить его, что его обманывает демон. Гейзенберг, который понятия не имеет, что происходит, просит кого-нибудь объяснить ему ситуацию, но не получает ответа, и у него нет выбора, кроме как следовать за ним. Группа направляется к Аресу. Тем временем Донан, Теодора и Альберт тоже вошли в руины.
Данан хочет найти врагов и сразиться с ними прямо сейчас, но Теодора говорит ему быть осторожным, так как он нужен ей. Данан сразу же становится ее другом и убегает один, разбивая двери своими мощными ударами. Тем временем Шисан и Арес достигли самого нижнего уровня руин, который выглядит как высокотехнологичная лаборатория. Внезапно Данан разбивает окно и прыгает внутрь, после чего крадет меч у скелета и бросает его в сторону Шисана. Он блокирует удар в последний момент, но его руки немеют от удара. Ариес удивлен, увидев Данана без руки, но он говорит ему отойти в сторону, чтобы он мог закончить свою битву с демоном. Шисан атакует его первым, надеясь воспользоваться инвалидностью Дейна. Но он бьет его левой рукой, и тот падает. Данин говорит Шишенину, что с тех пор, как он убрал свою доминирующую руку, он тренировался левой и стал еще более сильным. Он наносит демону мощный удар кулаком и прижимает его к стене, а затем сходит с ума от ударов руками и ногами. Шисан и не может сопротивляться, и он просит Ареса о помощи. Арес задается вопросом, не стоит ли ему напасть на Данана, который является его бывшим товарищем по оружию и намного сильнее его в ближнем бою. Однако его жажда заполучить оружие предыдущего героя заставляет его атаковать Данана громовым копьем. Данан уклоняется от атаки, но свет все равно оглушает его, и Шисендин пронзает его своим мечом, вызывая взрыв внутри его внутренностей. Данан все еще стоит на ногах, получив серьезные повреждения, и чтобы победить его окончательно, Шисендин превращается в себя настоящего. Он атакует Данана своей техникой владения 6 мечами, но парирует все удары только левой рукой и ломает все свои мечи один за другим. Однако Шисендин прятал клинок у себя под ногами и ударил им Данана, который признал свое поражение и потерял сознание. Арес ничего не чувствует, видя, как его бывший товарищ по команде терпит поражение, потому что это не первый раз, когда он кого-то предает. Он планировал устроить засаду Риду, когда они пересекали волшебный лес, потому что знал, насколько тот силен. Именно поэтому Арес и хотел избавиться от него, поскольку когда Ред был рядом, он не мог считать себя правой рукой героя. Шисендан благодарит Ареса за спасение и поднимает меч, который Данан бросил в него, когда они начинают двигаться к своей цели. Они подходят к запертой двери, и Шисендан использует бриллиант в форме сердца, чтобы отключить механизм замка и заставить его открыться. Когда они добираются до центральной комнаты объекта, Арес ошеломлен, обнаружив, что там есть технологии намного более совершенные, чем в их время. Однако его недоверие возрастает еще больше, когда Шисандин открывает шкафчик, в котором обнаруживаются 5 одинаковых мечей и один похожий меч, отсутствующий в наборе. Этот меч принадлежал святому истребителю демонов, которым владел герой Руди. Он не может поверить, что существует 6 таких мечей, когда во всех текстах говорится, что они были единственными в своем роде. Однако Шисендин говорит ему, что ни один из этих мечей не является полностью истребителем демонов, и даже тот, что с Руди, подделка. Он говорит, что мечи являются всего лишь копиями божественных мечей, используемых первым героем, и даже душа нынешнего героя всего лишь копия божественного меча. Душа первого героя. Шисенин говорит Аресу, что есть две вещи, которые он должен сделать, чтобы вернуть Руди на путь героя. Во-первых, он должен дать ей один из этих 5 мечей, который усилит ее героическое благословение и снимет действие наркотика. Во-вторых, нужно устранить все причины, по которым она отказывается быть героем. Ариес сразу же думает о том, чтобы устранить Реда, и когда демон вручает ему один меч, он смеется как сумасшедший. Ред и его группа достигли внутреннего двора с 3 дверями, и они чувствуют, что Шисандан рядом с ними. Руди достает меч Ред, громовержец, из ее коробки с вещами и возвращает ему. Вскоре открывается дверь, и из нее выходит Шисандан в образе учителя Рид. Она в ярости нападает на него, не теряя ни секунды, но обнаруживает, что только что разрушила иллюзию. Настоящий Шисин прятался поблизости с помощью заклинания невидимости, и она каким-то образом блокировала его атаки. Ред бросается ей на помощь. Но когда они оказываются лицом к лицу с демоном, Арес внезапно атакует их магией огня. Ред и Рид уклоняются от атаки, а Руди окружает их магическим щитом, чтобы защитить от огня. Она говорит Аресу, что его все еще можно простить, если он остановится прямо сейчас, но он говорит ей, что для этого уже слишком поздно. Арес и Руди атакуют друг друга молниеносными магическими атаками, и их атаки равны по силе. Они достают свои мечи, и Арес надеется просто прикоснуться к Руди своим мечом. Однако она создает мощный вихрь, просто взмахнув мечом, и это отбрасывает Ареса и Шисандана назад. Голова Ареса с мечом разрушена, и Шисандан понимает, что силы Руди уже были сильнее, чем у предыдущего героя. Именно в этот момент Тис чувствует, как что-то поднимается из-под земли, и когда Ред и Рид пытаются увернуться от этого, пол проламывается, и Теодора появляется верхом на драконе. Она нападает на Рид без предупреждения и сковывает ее духовными цепями. Затем Теодора нападает на Руди, который блокирует ее атаку и спрашивает, зачем она это делает.
Теодора отвечает, что она должна убить героя прямо сейчас, чтобы спасти мир, а Руди отвечает, что она никогда не хотела быть героем и по сути была вынуждена взяться за эту работу. Теодора снова нападает на нее, и она слегка подавляет Руди, утверждая, что из-за ее пренебрежения долгом страдают бесчисленные люди. И она убьет ее, чтобы родился новый герой. С другой стороны, дракон Теодоры наступает на Рид, и Ред разрывается между спасением своей сестры и своего возлюбленного. Рид извивается и высвобождается из когтей дракона, чтобы выкрикнуть всю эту чушь Теодоры. Она говорит, что люди — это нечто большее, чем просто их благословение, и от Руди нельзя ожидать, что он будет просто героем и ничем больше. Теодора говорит, что люди должны жить в соответствии со своими благословениями, поскольку такова воля Бога, а Уит отвечает, что Бог не прав. Даже Шисандан согласен с ней в этом и добавляет, что только потому, что у кого-то есть благословение героя, этот человек не становится достойным спасения мира. Мир. Ред замечает, что дракон вот-вот нападет на Рид, и он спешит спасти ее, убив его. Однако Арес использует этот шанс и бросает в них гигантский металлический куб, который бросает их в сломанный лифт, и они спускаются вниз. Руди впадает в панику, увидев, что на ее брата напали, и бросается ему навстречу. Теодора встает у нее на пути, но она просто отталкивает ее, прежде чем врезаться в Шисендана. Он нападает на нее, и ее священный меч ломается, когда она блокирует его удар. Земля у них под ногами проваливается, и они оба падают. Теперь Арес чувствует, что он наконец всего в одном шаге от достижения своей цели. Он смеется, говоря, что теперь Ред мертв, а он жив, а это значит, что у Руди не будет другого выбора, кроме как пойти с ним. Он замечает, что Тис стоит у него за спиной и атакует ее мини-торнадо просто потому, что ему так хочется. Тис изо всех сил пытается встать и заявляет, что такому сумасшедшему, как он, нельзя доверить роль героя. Она говорит о том, что внутри Руди обычная девушка и что она будет защищать своего друга любой ценой, но затем начинает падать духом. Арес смеется, как безумный злодей, которым он и является, и это выводит Гейзенберга из себя. Он бросает дымовую шашку и набрасывается на Ареса за то, что тот даже не понимает, что он здесь плохой парень, и Арес немедленно пристреливает его. Любимый паук Кис выходит вперед, чтобы защитить ее от сумасшедшего мага, но тот просто топчет его. С другой стороны, Ред и Рид могут свободно падать вместе с лифтом, но они не знают, что Данан находится под ними. Он каким-то образом оправился от своих травм и знает, что пока все остальные думают о сложном, он должен сделать все возможное, чтобы спасти всех своих друзей. Он замечает лифт и использует мощную технику боевых искусств, чтобы создать шторм, который разрушает лифт и поднимает Реда и Рида вверх. Они выходят на этаж, где находится Арес, и он теряет самообладание из-за того, что снова потерпел неудачу. Он атакует их гигантским молниеносным копьем, и Ред бросается на него, а Рид полирует его магией. Он выдерживает удар молнии, но Рид получает полный урон. Арес уверен, что теперь он может убить Рида своими собственными руками, но когда он пытается произнести свое заклинание, он обнаруживает, что его рука связана паутиной. Он понимает, что ничего не может сделать, и Ред нападает на него, буквально лишая его оружия одним быстрым ударом, прежде чем сбить с ног. Арес зовет на помощь, прося Шисандина восстановить его руки, чтобы он мог использовать магию. Но сейчас никто не придет ему на помощь. В свои последние мгновения он понимает, что несмотря на клятву служить герою, он только причинил ей боль, а затем умер, сожалея о своих решениях. С другой стороны, Руди находится в подвале лицом к лицу с Шисендин, которая заявляет, что она представляет угрозу порядку этого мира и клянется, чтобы устранить ее. Он покрывает свои мечи магической аурой и нападает на Руди, но она способна отразить его только своим сломанным мечом. Меч. Она заявляет, что просто хочет жить как нормальная девочка со своим братом, но Шис говорит ей, что она должна пожертвовать всем, чтобы стать героем. Руди не обращает внимания на его глупости и заявляет, что прямо сейчас она полна ярости. Шисан и понимает, что она полна силы, и он не может даже надеяться противостоять ей прямо сейчас. Руди бросается на него и бьет изо всех сил, а Шисендин блокирует ее атаку своими мечами. Удар Руди разбивает их вдребезги и отправляет его в полет со сверхзвуковой скоростью. Затем она бросается к мечу, который ранее уронил Шисендин, и поднимает его, чтобы покончить с ним навсегда. Когда Шисендина разрывают на куски, он улыбается, думая, что заставил героя поднять меч. А это значит, что ее благословение станет намного сильнее, и она получит полный контроль над собой. Как только Руди прикончит его, она внезапно снова превратится в хладнокровную машину для убийства. На верхнем этаже Ред лечит раненую Теодору, так как он все еще считает ее другом, даже после того, как она напала на них ранее. Вскоре Руди выходит после окончания битвы, и она выглядит довольно мрачной. Ред подходит к ней, но понимает, что что-то не так. Однако уже слишком поздно для этого, и Руди нападает на него, но Тис встает между ними и принимает удар на себя. Она говорит герою, что не должна причинять вред своему дорогому брату, а затем теряет сознание. Ред потрясен и понимает, что его сестра не контролирует себя. Ред говорит Риту и Гейзенбергу присмотреть за Тис, пока он отвлекает Руди. Она следует за ним, когда он отходит в сторону, и снова начинает нападать на него. Ред блокирует ее удары и пытается разбудить ее, но она не реагирует и продолжает отталкивать его. Меч Реда сломан, и он кладет его на землю и
и вместо этого достает свой бронзовый меч. Руди снова бросается на него, и он использует свой бронзовый меч, чтобы перехватить ее атаку и поймать ее меч в ловушку. Ред выкручивает ей руку, чтобы обезоружить ее, и Руди наконец выходит из транса. Она начинает плакать, когда осознает, что только что сделала, и прижимается к Реду, а он утешает ее. Дейн и Альберт выходят на танцпол после того, как все действие закончилось, и их громкий голос будет Теодору. Ридс говорит, что ее силы недостаточно сильны, чтобы залечить рану Тис, и Руди вытирает ей слезы, когда она бросается на помощь своей подруге. Однако вскоре она понимает, что не может использовать силу, которую дает ей ее благословение. Она снова начинает плакать, говоря, что благословение, которое всегда побуждало ее бороться, когда она этого не хотела, отказывается дать ей силу, когда она действительно хочет кого-то спасти. Теодора делает шаг вперед и использует свою силу, чтобы исцелить Тис, а затем она говорит Руди, что не будет извиняться перед ней, так как считала, что поступила правильно. Она утверждает, что после того, как Ред покинул их вечеринку, была только одна причина, по которой благословение Руди не побудило ее вернуть его обратно. Теодора считает, что Руди стал слишком сильным, и тогда ей не нужна была вечеринка. Все люди, которые были с ней, просто тормозили ее. С ее сопротивлением основным биологическим потребностям Руди могла бы идти вперед в одиночку и победить повелителя демонов в одиночку, если потребуется. Теодора утверждает, что она понимает, что быть героем было одиноко и жестоко. Тем не менее, она хотела подтолкнуть Руди вперед, чтобы она могла исполнить свою роль. Она признает, что было большим грехом предать героя и своего друга. Поэтому она просит Руди сразить ее. Однако Альберт начал симпатизировать Теодоре, и он утверждает, что хотя ее действия могут быть чрезмерными, она сделала только то, что, по ее мнению, было лучшим для человечества. Он говорит, что путь к спасению мира в качестве героя был гораздо более мрачным, чем он думал. И это нормально, что люди разрываются между противоположными мыслями. Однако у Теодоры была решимость следовать своим идеалам до конца, и это делает ее героем. Альберт умоляет всех сохранить ей жизнь. Прежде чем кто-либо успевает прокомментировать его просьбу, Тис просыпается, и Руди рад видеть, что с ней все в порядке. Она говорит Теодоре, что сегодня больше не хочет кровопролития, и заявляет, что отныне будет жить как Руди, а не как герой. Руди утверждает, что она всегда считала Теодору более достойной называться героем, поскольку она боролась за спасение мира задолго до нее. Ред вмешивается в разговор, заявляя, что только сила не делает человека героем, а главное — желание спасти мир. Теодора рада это слышать и решает отправиться в свое путешествие, чтобы победить повелителя демонов с единомышленниками, а не навязывать эту работу кому-то другому. Не желая этого, скоро все остальные начнут жить мирной жизнью, а Руди и Тис переедут к Золтану на постоянное жительство. Однажды они зашли в магазин Рида, и тут пошел снег. Руди больше не защищен ее благословением, и она наконец-то может почувствовать, что такое холодная погода. Рид говорит ей зайти внутрь, так как она может простудиться, а Руди отвечает, что у нее никогда раньше не было простуды, так что она с нетерпением ждет своей первой простуды. Она тут же начинает чихать, и Ред заворачивает ее в свое пальто, когда ведет в дом. Они садятся завтракать, и теперь Руди может в полной мере насладиться вкусом пиццы. Новое благословение, которое она получила после употребления наркотиков, было названо «Новая истина». Оно обладает мощным навыком правитель, который может доминировать над другими благословениями и контролировать их. Используя этот навык, она может подавить благословение своего героя, не прибегая к благословению дьявола. Вечером местный священник проводит службу в честь Ареса, и на ней присутствуют только бывшие члены его партии. Согласно церкви, всякий раз, когда человек возрождается, он получает другое благословение, чем в прошлый раз. И Ред желает, чтобы Арес был свободен от бремени быть святым в своей следующей жизни. После похорон Данан сказал своим друзьям, что скоро уедет, чтобы присоединиться к Теодоре и Альберту и сразиться с повелителем демонов. Перед этим он хочет знать, есть ли у Рида какие-либо идеи о том, как Шисенин мог держать священные мечи, предназначенные для убийства повелителя демонов. Также возникает вопрос, почему там было 6 одинаковых мечей, и это наводит на мысль, что их количество соответствовало оружию демонов Асуры, таких как Шисендан. Пока все не стало слишком запутанным, Ред говорит Руди и другим перестать думать об этом, так как это была работа Теодоры разобраться во всем сейчас. После этого Ред возвращается домой к Рид, которая последние несколько дней чувствовала беспокойство и неуверенность. Она верит, что всем нужен Ред и его благословение, чтобы направить их на правильный путь, и однажды он может оставить ее, чтобы направлять кого-то другого, кто в этом нуждается. Однако Ред говорит ей, что для него нет никого важнее ее, и обнимает ее, обещая, что они будут жить вместе. Вместе навсегда и наслаждаются своей размеренной жизнью. Ред и Рид живут долго и счастливо в браке. Руди теперь тоже стала совершенно нормальной девушкой, и она работает авантюристом-новичком у Золтана, одновременно помогая своему брату. Они втроем и Тис живут как большая счастливая семья, наслаждаясь своей размеренной жизнью и оказывая помощь всем, кто приходит с просьбой об этом.